Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, а точнее это подарок мой практикам, потому что мои работы, они очень редкие, их мало можно найти. Не именно мои работы, а такого типа работы. А практикам очень нужны такие работы, потому что за время их деятельности, да, а это деятельность на всю жизнь, до конца жизни, им приходится иметь дело с разными людьми. И, естественно, требуется иногда такие кардинальные меры, которые не всегда знаешь, как воспроизвести. И если они будут искать там в книгах, по сайтам, как правило, найдут мало информации, мало действительно стоящей информации, которая поможет в этот момент решить данную проблему. Я постепенно отдаю очень сильные работы, как в начале года вам обещала, что в этом году я буду дарить сильные работы практикам. Но хочу вам сказать, что вот эти работы, которые я дарю, основное количество этих работ работают на личной силе ведьмы. У вас должен быть хотя бы какой-то опыт. 5-6 лет хотя бы работы. Да? Я уж не говорю о 20-30 годах работы. Если у вас есть большой опыт работы, то вам достаточно провести этот ритуал, чтобы он получился. Если опыт у вас не очень такой солидный, то помимо этого ритуала, до этого ритуала проведите еще несколько различных ритуалов. Они есть у меня. Ну, сейчас поймете, о чем речь, и поймете, какие ритуалы можно перед этим провести. Ослабить до начала, а потом уже провести окончательный приговор, скажем так. Чем опытнее ты становишься, тем больше ты понимаешь, что из твоей жизни отсекают ненужных. Духи очень ревнивы. Духи видят и чувствуют то, что не видим мы, в принципе, в жизни, да, все люди. А иногда видим, но не хотим верить внутреннему чутью. А иногда просто наблюдаем, чтобы потом иметь право говорить свое слово. И поэтому духи, зная об отношении к вам, иногда отсекают от вас ненужных людей. Привыкайте к этому, относитесь к этому спокойно, а наоборот радуйтесь. Потому что на вашей энергии должно быть как можно меньше висячих паразитов. И должны быть вокруг вас как можно больше людей, которые симпатизируют вам. Вы знаете, отчасти люди, которые рядом с вами, должны быть болельщики ваши. Должны быть поклонники вашего таланта и труда. Поклонники в хорошем смысле слова, не фанаты. Не полоумные люди, которые день и ночь будут писать любовные оды. Такие люди, как правило, быстрее всех предают. А именно поклонники твоего труда, ценители твоего труда, видящие настоящие твои работы. И этих людей все меньше и меньше должно оставаться вокруг тебя. И в итоге ты приходишь к тому моменту, к тому номинателю. Именно номинатель – это древнее такое старинное слово, которое пришло из Англии, от слова номинал. То есть это люди, которые именно ценят то, что в тебе есть, ценность твою, номинатель твой. И вот к этому номинателю, когда ты приходишь, и люди уже отсекаются ненужные, остаются ценители твоего труда, тогда ты еще сильнее становишься. А вообще за время, пока ты идешь к этому, да, очень много людей отсекаются и уходят. Это нормально. Потом ты понимаешь, что силы тебя слушают, тебя слышат и делают то, что ты хочешь. И вот когда у тебя эта личная сила появляется, и когда ты уверен в этой своей силе, то достаточно вот этого ритуала провести один раз, чтобы оно получилось. Еще раз говорю, если нет такого опыта, он получится в совокупности с другими работами. До этого нужно будет ослабить.
того, на кого это начитывается. Я сегодня хочу научить практиков, как забирать свою работу обратно. Вы знаете, дорогие друзья, в нашей жизни разные всякие люди бывают. Ну, во-первых, если человек не оценил тебя, не оценил то, что ты делаешь для этого человека. Если человек уходит молча, это прекрасно. Если человек не уходит молча, то он заслуживает кары. Если человек обнуляет все твои заслуги. И все, что ты делаешь для этого человека, надо забирать обратно. Материальную ценность хрен с ним. Он придет и восстановится. А вот моральная нет. А вот помощь с помощью сил магии нет. Оставлять нельзя, иначе ты оскорбишь силой магии. Ты просто оскорбишь именно эти силы. Ты не имеешь права. Ты за себя можешь прощать, а вот за те силы, которые помогали этому человеку через тебя, вот за те силы ты должна мстить. Иначе эти силы отомстят тебе самой. За твою, скажем так, мягкотелость. А ведьма мягкотелой быть не может и не имеет права. Это как хирург, который будет плакать, держа в руке скальпель. Он не вправе плакать. Он должен отсекать ненужное. Итак, но, кроме всего прочего, есть люди, которые приходят к тебе, которые получают твою помощь, а потом спокойно отходят в сторону, как бы и так и надо. Есть люди, которые просят, умоляют сделать для них кое-что, да? И ты просишь просто отнести, оставить плату или взять что-то, отправить как откуп духом. Эти люди не считают нужным это сделать. Ведь дело сделано, правда? Когда работа сделана, то можно найти тысячи причин. Например, совпадение было и так далее. Мне иногда пишут люди, знаете, как такие интересные вещи. Инга, вы знаете, я провела ваш ритуал, он так быстро получился, там, или человек пришел, или у меня деньги принесли, в долг отдали. Скажите, а это не совпадение? Честно, весьма обидно такое слушать, потому что люди, видимо, привыкли, что вот эти все ритуалы, которых нескончаемый поток, да, в Ютубе, ну, там не самого высокого интеллектуального качества, но в любом случае, что они просто выставляются, надо их делать, и, ну, просто для красоты, для традиции, я не знаю, для чего. Что, ну, не обязательно ждать какого-то результата, просто делай и все. И когда получается у людей результат, вместо того, чтобы благодарить тебя, они пишут, а не случайность ли это, не совпадение ли? Это неприятно, я вам скажу. Хотя, с другой стороны, люди, может, и не виноваты, потому что столько аферюк, может быть, они и не виноваты в этом. Знаете, может, их где-то и понять можно. Они привыкнут к тому, что это не случайность тогда, когда постоянно будут делать, и постоянно у них будет получаться. Вот тогда они поймут, что это совсем уж не случайность. Но есть люди, которые, например, могут забеременеть с твоей помощью, да, а потом скажут, ой, я не знаю, даже это вы сделали, или вот я просто в монастырь ходила, вот я пытаюсь понять, а это ваша заслуга или потому что я была в монастыре, вот. То есть я не знаю точно, это ты сделал или монастырь, чтобы оплатить твой труд, правда? То есть человек, который не могла родить ребенка, в 40 лет родила, да если бы даже это, по твоему мнению, случайность, ты должна просто благодарить небеса и всех, кто пытался тебе помочь, и отблагодарить этого человека. А не сидеть и думать, а стоит ли тебе платить за твою работу, а вдруг это случайность была. И вот когда ты проводишь работу, ты забираешь свою работу обратно, и у нее случается выкидыш, да, в 4-м месяце беременности, и ее еле спасают, откачивают с того света и вырезают все, что есть, после этого она родить не может, вот тогда она начинает плакать. Как вы смогли, вы жестокая, зачем вы это сделали? Я говорю, а при чем здесь я? Это монастырь. Это случайно получилось, просто случайно. Случайно ребенок, случайно забрали. Не нужно доводить до греха, дорогие друзья. Не нужно дразнить ведьм, не нужно делать ведьмам больно, не нужно плевать им в душу, чтобы потом не блеять, как овца, о том, что почему, за что, ну вот если бы я знала, что вот вы так вот сделаете, я бы не сказала и так далее.
Не надо доводить до того, чтобы она забрала свою работу и доказала тебе, что это была не случайность. Хотя ты прекрасно знаешь, что это не случайность. Ничего случайного не бывает. Если вы обратились к такому человеку, как я, у вас получилось, тут случайности уже нету. Это закономерность, это ее работа, понимаете? Ну нету случайности. Если ты 20 лет не могла родить, а потом забеременела после того, как я провела с тобой работу, то как это может быть случайно? Какой монастырь тебе помог? Ты по монастырям шастала всю свою жизнь. Почему-то до этого монастыри не помогали. А теперь человек открыла вот это, да, эту возможность твою, вот эту силу женскую. Ты притянула душу и собираешься стать матерью. Да ты должна благодарить до конца своих дней. А ты оскорбляешь человека. Стоит ли тебе платить? Это же случайно. Я вам расскажу одну историю. Одна женщина, которая жила со своим мужем, наблюдала, как муж изменяет откровенно ей со всеми подряд, потому что она была неприятна ему, он ее не любил, и от этого она очень сильно страдала. Когда постучались в дверь цыганки и начали просить еду для детей, мол, счастливая будешь, погадаю и так далее, она сказала: все, хватит, берите свою еду, идите отсюда, я не хочу ни с кем говорить, все это ерунда, никакого счастья нету, и магии тоже. И одна из них остановилась и говорит: я вижу, что ты мучаешься, что тебе больно. Я вижу, что ты нелюбима. Я тебе помогу. Мне ничего сейчас не надо давать, я тебе помогу. Дай мне платок, она попросила. Взяла платок, что-то там начитала, поплевала по сторонам, дала ей платок и сказала: положи, значит, на 3 дня под кровать, мужа или ваше брачное ложе. А потом сожги этот платок. После этого у тебя с мужем будет очень сильная любовь. И вот когда у тебя все получится, я приду к тебе и отблагодари меня, как считаешь нужным. Вот она это сделала. Та, хотя не очень хотела, не верила, думает, ничего не теряю. Положила платок под брачное ложе. Проходит несколько дней, в принципе, 3 дня. Их пригласили в гости. И она пошла туда не с охотой, потому что знала, что там будет любовница мужа. Но пошла туда. И она увидела, как муж вышел с этой женщиной тайком и подумала, мол, да, врет эта цыганка, брешет. Ничего там не поменялось, ничего не случилось, как она говорит. Все как по-прежнему. И пошла тайком подсматривать и страдать. И увидела, что муж ударил ее и сказал: пошла вон из моей жизни, у меня есть любимая жена, я ее очень люблю, я только сейчас это осознал. После этого вечера они ушли домой, у них была любовная связь, и после этого муж целовал ей руки, обожал, любил, носил на руках и говорил: какой же я был дурак, и оказывается, я всю жизнь тебя любил и не осознавала этого. Вот она через 3 дня сожгла платок, и они зажили счастливо. Проходит месяц с чем-то, является эта цыганка и говорит ей: я знаю, что все получилось, я рада за тебя, и хорошо, что ты счастлива, ты этого заслужила. Дай мне, сколько тебе не жалко, ты же обещала мне. И она говорит, что в ней проснулась жадность. Она подумала, откуда эта цыганка может знать, получилось у меня, не получилось. Выгнала ее и сказала: да пошла ты вон, ничего у меня не получилось, все как было, так и есть, и ничего я тебе не должна. А та повернулась и говорит: эх ты, я думала, что ты порядочная, я тебе помогла, а ты вон какая-то тварь оказалась. Вот теперь, говорит, держись, теперь ты увидишь, что у тебя получится. В тот же вечер муж пришел пьяный, сказал, что переборщил с этой любовью, что никогда не любил ее, просто у него мужская похоть проснулась, и вот они там месяц покуражились, и хватит. И сбил ее. Потом начал выгонять, ей было идти некуда. Он выгнал ее на улицу. Она вынуждена была пойти к какому-то мужику ночевать. Этот мужик ею воспользовался. Одним словом, эта женщина пошла по рукам и сломала себе жизнь. О чем говорит этот рассказ? Не искушайте ведьм. Если к вам относятся по-людски, не будьте скотами, потому что она заберет все, что для вас сделала. И тогда вот эта трясина вас затянет. Ох, как затянет. Вы, конечно, можете куражиться вначале, но потом вы поймете, что ваша жизнь – это череда долгов,
череда разочарований, череда боли и прочего-прочего. И говорить можете все что угодно, но факт будет налицо, уважаемые. Так вот, как ведьме забрать свою работу обратно, если чувствует, что человек неблагодарный? Неважно, кто это. Друг это, человек, который просил о помощи. Все равно, если вы сделали свою работу и хотите забрать эту работу безопасно для себя. Есть несколько вариантов у меня, но я хочу дать вам такой более приемлемый, как бы быстро работающий. Это именно обращение к темным силам. К темным силам, которыми обычно ставили защиту, а здесь наоборот, снимается защита, сдирается все, что отдано человеку. Одна часть читается один раз, а вторая часть 3 раза, потому что призывается 3 силы. 3 принцев ада или принца тьмы. Многие ошибочно считают, что сатана и есть дьявол, а на самом деле вообще в традициях магии дьявол это выше. Сатана, Вельзевул и Астарот, они считаются 3 принцами тьмы. А четвертый, о четвертом мы потом поговорим. Четвертый он считается хранителем бездны, хранителем ключей от бездны. Но для защиты и для сдирания защиты призывается 3 черных принца ада. Итак, вам нужно будет взять красную свечу, котелок или какую-нибудь емкость, где можно фотографию, да, значит, сжечь. 3 черные свечи. Красная свеча ставится на изголовье фотографии. Нужно сделать все, как я здесь покажу. Так, секунду. Начнем. Небо потемнеет, гром грянет, сатана с небес упадет, силу свою мне передаст, над духами власть свою отдаст. Через тех духов дано мне право спасать и губить. Сама одной рукою отдала, вторую рукою забираю. Как воскресила, так и сгублю. Долю дала, долю лишу. Сама на удачу заговорила, сама обратно забираю. А Вракалам сатана, каменная гора, там горит адов огонь. Там боль и страдания, и стон. Сгори твоя душа в том адовом огне, кричи и корчись, наяву и во сне. Я наслала успех, я обратно забираю. Я поставила защиту, замки защитные ломаю. Стражника обратно отбираю. Сатана, Астарот, Вельзевул. Всех призываю, выкликаю. Всю свою работу во имя человека онного назад забираю. Своей защиты его лишаю. Все дары свои я отбираю. Все благие дела с тебя убираю. Отныне ты гол, как сокол. Сатана, Астарот, Вельзевул. Всех призываю, выкликаю. Всю свою работу во имя человека онного назад забираю. Своей защиты его лишаю. Все дары свои я отбираю. Все благие дела с тебя убираю. Отныне ты гол, как сокол. Сатана, Астарот, Вельзевул. Всех призываю, выкликаю. Всю свою работу во имя человека онного назад забираю. Своей защиты его лишаю. Все дары свои я отбираю. Все благие дела с тебя убираю. Отныне ты гол, как сокол. После этого берете фотографию человека и сжигаете.
А не хочет, сопротивляется. Жить хочет, жить. Не хочет уходить. Жаль, конечно. Но придется. Увы. А мог бы жить и радоваться жизни. Защита ведьмы, знаете, как важна? Пока есть защита ведьмы, у человека есть энергия, сила, радость и так далее. Пепел оставляйте. Далее читаем. После сжигания фотографий. Астарот, Вельзевул, Сатана. Всех призываю, всех выкликаю. При 3 свидетелях лампаду жизни твоей в сей час, в сию минуту и на веки веков я потушила истинно. Эту свечу, пепел и 3 монеты, 3 пятака оставите на перекрестке в течение 3 дней. Это дополнение хорошее к той работе, которую я сделала. Потому что безумие налицо. И письма в разные стороны тоже налицо. Но это начало. Это начало твоих бед. Начало. Угу. Всем удачи.